Земля для человека выглядит большой и основательной. Дороги, океаны, перелеты, часовые пояса, несколько суток в пути, и уже кажется, что масштаб понятен. Но стоит подняться над атмосферой, и вся эта большая планета мгновенно превращается в точку на фоне пространства. Вселенная живет в размерах, которые плохо помещаются в голове, и уж точно не укладывается в идею обойти и увидеть все своими глазами. Но и чужими тоже не стоит. При этом среди этого общего грандиозного фона встречаются отдельные объекты, которые даже поодиночке переносят разговор о масштабе в другую лигу. Есть звезды столь крупные, что рядом с ними Солнце выглядит скромно, почти бытовым источником света. И где-то в глубине южного созвездия Щита астрономы давно присматриваются к претендентам на рекорд по размеру. Вопрос прост. Каков предел для звезды по величине и существуют ли еще более массивные или более раздутые гиганты, о которых мы пока не знаем просто потому, что они далеко, закрыты пылью или живут слишком мало? Наверное, будет правильно начать с того, что считается большой звездой. Можно сравнивать массу, можно сравнивать радиус, можно сравнивать светимость. Эти параметры часто связаны, но равенства тут нет. Самая тяжелая звезда не обязана иметь самый большой радиус. И наоборот, есть сравнительно легкие по звездным меркам объекты, которые раздуваются до чудовищных размеров. Солнце в этом разговоре удобная отправная точка. Его радиус около 700 тысяч километров, то есть диаметр примерно 1,39 миллиона километров. Если представить Солнце футбольным мячом, Земля рядом с ним будет выглядеть как крупинка со злобными бактериями. Даже суммарная масса всех планет Солнечной системы рядом с массой Солнца – мелочь. Солнце действительно превосходит их вместе взятых примерно в сотни раз. В быту это звучит как «Солнце держит и содержит систему». Именно его гравитация задает архитектуру орбит, а энергию из его недр много миллиардов лет обеспечивает поток тепла и света, на котором держится земная биосфера, да и мы с вами. Но по меркам звезд Солнце – обычный представитель главной последовательности, звезда спектрального класса G. Важно, что обычность тут означает не малость, а принадлежность к массовому долгоживущему типу. Солнце находится примерно в середине диаграммы Герцшпрунга-Рассела, ключевой карты, по которой астрономы уже больше века понимают, что происходит со звездами. Диаграмма связывает температуру поверхности звезды и ее светимость. По одной оси температура, по другой светимость и абсолютная звездная величина. Вдоль диагонали проходит главная последовательность. Область, где звезды проводят основную часть жизни, успешно прожигая водород в ядре. Устойчивость обеспечивается равновесием, гравитация давит внутрь, термоядерная энергия, превращающаяся в давление и излучение, толкает наружу. Когда эти силы уравновешены, звезда существует спокойно и предсказуемо, без резких коллапсов и вспышек взросления. Это состояние называют гидростатическим равновесием, и в нем живет подавляющее большинство наблюдаемых звезд. На главной последовательности обнаруживается закономерность. Холодные звезды обычно тусклые, горячие и яркие. Но самая важная связь скрыта глубже. Яркость звезды на главной последовательности очень сильно зависит от ее массы. В среднем действует простое правило. Чем больше масса звезды, тем выше давление и температура в ее ядре. При таких условиях термоядерные реакции идут быстрее, поэтому в единицу времени выделяется больше энергии и звезда светит ярче. Однако связь между массой и светимостью очень резкая. Небольшое увеличение массы может привести к росту светимости в несколько раз. Плата за это очевидна. Ядерное топливо расходуется значительно быстрее. По этой причине массивные звезды живут недолго. Хороший наглядный пример – Белатрикс. Яркая звезда в созвездии Ориона. Она относится к классу B, то есть заметно горячее Солнца.
Температура порядка десятков тысяч по Цельсию означает голубовато-белый цвет и мощные излучения. Масса этой звезды существенно выше солнечной, и это ведет к более высокой скорости термоядерных реакций в ядре. В результате светимость огромна, а жизнь по меркам космоса короткая. Если Солнце имеет общий срок существования порядка 10 миллиардов лет в грубом счете от рождения до стадии красного гиганта и последующих этапов, то у горячих массивных звезд счет идет на десятки миллионов лет, иногда и меньше. Для Вселенной это почти мгновение. Пока обычные звезды вроде Солнца долго и ровно светят, гиганты успевают родиться, быстро съесть топливо и уйти с колбасной фабрики. Именно поэтому они так редки в наблюдениях. Редки не потому, что их трудно разглядеть, они как раз яркие, а потому что их мало в один момент времени. Получается, что если нужно найти самого большого рекордсмена, стоит искать самую массивную звезду. Но масса упирается в пределы устойчивости формирования. У очень массивных звезд сильнейшее излучение начинает буквально сдувать внешние слои, мешая дальнейшему росту. Давление света и звездный ветер становятся серьезной силой. В учебниках часто всплывает оценка порядка 150 солнечных масс, как характерная граница для звезд, которые формируются обычным способом, наоборот, вещества из окружающей среды. Однако реальная Вселенная, как часто бывает, умеет обходить аккуратные цифры. Один из обходных путей – слияния и столкновения массивных звезд в плотных молодых скоплениях. Там, где звезды рождаются тесно и быстро, гравитационные взаимодействия и орбиты могут приводить к слияниям, и результат может выйти за рамки стандартного предела. В этом контексте часто вспоминают R136A1, ярчайший и один из самых массивных известных объектов, связанный с регионом активного звездообразования. Оценки массы доходят до нескольких сотен солнечных масс, а светимость до миллионов солнечных. Это звезда, рядом с которой разговор о яркости становится почти бессмысленным, потому что она излучает так много энергии, что в сравнении с солнечным это источник вспышки от атомной бомбы. При этом по радиусу такие звезды могут быть не рекордсменами. Очень горячие, крайне массивные звезды нередко имеют радиус лишь в десятки раз больше солнечного. Причина в том, что высокая температура и давление удерживают их в относительно компактном, хотя и гигантском состоянии. Они могут принадлежать к типам, близким к звездам Вольфа-Рая. Это короткая, крайне активная стадия эволюции, когда звезда теряет массу мощнейшими ветрами. Скорости ветра в 1000 км в секунду и потери массы, сравнимые с солнечными массами на космических промежутках времени, делают такие звезды похожими на фабрики по разбрасыванию вещества вокруг себя. Излучение у них часто значительной частью уходит в ультрафиолет, поэтому видимая яркость для глаза может выглядеть меньше, чем ожидается от чудовищной общей мощности. И тут есть еще одна деталь. Увидеть такую звезду в нужный момент – это редкая удача, потому что стадия короткая, а космос, как мы знаем, не обязан подстраиваться под расписание наблюдателей. Если цель именно максимальный радиус, то рекорд обычно принадлежит не самым массивным, а тем, кто успел раздуться на поздней стадии жизни. На главной последовательности звезда компактна по звездным меркам, она сжигает водород в ядре и держит равновесие. Но когда водород в центре заканчивается, ядро теряет основной источник энергии. Давление термоядерных реакций падает, гравитация начинает сжимать ядро сильнее, температура растет и в итоге запускается горение гелия. На этом этапе меняется вся внутренняя архитектура. Появляется ядро, оболочки горения, сложные границы между зонами переноса энергии. Внешние слои получают больше тепла, часть реакции может смещаться в оболочки, и звезда начинает расширяться. Так появляются красные гиганты, температура поверхности снижается, цвет уходит в красный, а радиус может вырасти в сотни раз. Важно понимать, что холоднее тут относится к поверхности, а не к ядру.
Внутри температура как раз растет, просто внешняя оболочка становится разряженной и большой, поэтому поверхность остывает. Для Солнца эта судьба вполне расписана физикой. Когда через несколько миллиардов лет начнется стадия красного гиганта, его внешние слои расширятся настолько, что орбита внутренних планет окажется в опасной зоне. Оценки меняются в зависимости от моделей потери массы и приливных взаимодействий. Но в популярных сценариях Меркурий и Венера практически гарантированно будут поглощены расширившейся оболочкой. Судьба Земли зависит от деталей. Может повести, и орбита уйдет наружу из-за потери массы Солнцем, а может не повести, и приливные силы затянут ее внутрь. В любом случае, ждем с нетерпением. Красные гиганты бывают и среди звезд, чья масса близка к солнечной. Пример – омикрон Кита, пульсирующий красный гигант. Такие звезды интересны тем, что их размеры пульсируют. Радиус и светимость меняются с периодами от десятков дней до сотен и более. В период максимума звезда действительно раздувается сильнее, в минимуме немножко сжимается. Поэтому цифры радиуса часто даются как диапазоны, а не как одно число. Дело в том, что у разряженной, протяженной атмосферы граница, где кончается звезда, размыта. Она не похожа на твердую поверхность, там нет четкой линии. Астрономы определяют радиус через уровень оптической толщины. Условное место, где атмосфера становится непрозрачной для определенной длины волны. Измените длину волны, и радиус немного сдвинется. Именно поэтому большие холодные звезды иногда имеют сразу несколько радиусов в разных наблюдательных диапазонах. Еще более впечатляющий класс по размерам – красные сверхгиганты. Они возникают у звезд больше массы, примерно от нескольких до десятков солнечных масс. И это поздняя, очень нестабильная стадия перед финалом в виде взрыва сверхновой. Бетельгейзе самый знаменитый представитель, потому что относительно близко и хорошо наблюдаем. Его радиус оценивается в сотни солнечных радиусов, так что если поместить ее в центр Солнечной системы, орбиты внутренних планет оказались бы внутри ее протяженной атмосферы. В разговорах обычно добавляют и Юпитер. В зависимости от принятой оценки радиуса и того, где проводить край звезды, можно получить разные результаты. И здесь снова всплывает проблема границы. Сверхгиганты пульсируют, теряют вещество, выбрасывают оболочки. Вокруг них часто есть пылевые структуры и молекулярные оболочки. Картинка красивая, но измерять радиус становится трудно. Звезда буквально не сидит на месте и не держит форму, будто ей скучно быть круглой. И вот мы выходим на кандидатов, которые часто называют в контексте «самая большая известная звезда по радиусу». Один из самых громких – Юай-Щита. Это красный сверхгигант на значительном расстоянии, и именно расстояние создает основную неопределенность. Чтобы оценить истинный радиус, нужно знать угловой размер. Насколько широкой звезда выглядит на небе и расстояние до нее. С угловым размером тоже не всегда просто. Интерферометрия дает возможность измерять очень маленькие углы, но атмосфера, пыль и протяженная оболочка добавляют ошибок. А расстояние в 1000 световых лет измеряют через параллаксы и другие методы, и ошибки там неминуемы. Поэтому в литературе можно встретить разные оценки радиуса этой звезды, а вместе с ними и разные заявления о том, какая звезда самая большая во Вселенной. Тем не менее, порядок величины понятен. Речь идет о радиусе в районе 1000 солнечных радиусов, то есть о диаметре, сравнимом с размерами орбит гигантских планет в нашей системе. В объем такого шара действительно влезут миллиарды солнц. Если считать просто геометрию, хотя реальная структура звезды – это крайне разряженная оболочка, так что влезут тут скорее математически, а не физически. Плотность внешних слоев у таких объектов может быть настолько малой, что в терминах земной атмосферы это выглядело бы как очень приличный вакуум. Можно сказать, что звезда огромная, но материала на кубический километр там мало, и это один из тех фактов, которые выглядят странно, пока не вспомнишь, что звезда не камень.
UA-щита, как и другие сверхгиганты, живет недолго. Возраст порядка десятков миллионов лет уже означает, что финальная стадия близко по космическим меркам. Впереди коллапс ядра, взрыв, образование нейтронной звезды или черной дыры в зависимости от исходной массы и потерь вещества. До этого звезда может изменить тип. Часть моделей допускает переход через стадии, где объект становится желтым гипергигантом. Гипергиганты — это чрезвычайно яркие и крайне нестабильные звезды, которые активно теряют массу. Иногда потери массы оказываются настолько мощными, что при описании отдельных эпизодов выбросов вполне уместно сравнивать с массой Юпитера. Вокруг таких звезд возникают огромные оболочки и туманности из выброшенного газа и пыли. В этом веществе много тяжелых элементов – углерода, кислорода, азота и других. Часть из них образуется в недрах самой звезды. Часть присутствовала в исходном газовом облаке и прошла переработку в ходе звездной эволюции. Выброшенное вещество пополняет межзвездную среду. Позднее из этого материала формируются новые звезды и планетные системы. Если сказать совсем просто, старые звезды дают свое вещество, из которого затем возникает новое поколение светил и планет. Но сегодня мы поговорим о новом претенденте WOG-64 или Бегемот. Новая звезда этого года расположена в Большом Магеллановом облаке. Этот поистине монстр или бегемотище по космическим меркам знаменит тем, что это один из немногих сверхгигантов за пределами Млечного Пути, который удалось изучать относительно детально, включая изображения и интерферометрические измерения. Дистанция там уже порядка сотен тысяч световых лет, и точность сразу становится проблемой. Маленькая ошибка в угловом размере или расстоянии превращается в огромную неопределенность в реальном радиусе. При этом наблюдения показывали изменения яркости и признаки сильной запыленности, что наводит на мысль о недавних мощных выбросах вещества и возможной смене стадии эволюции. Теоретически он может оказаться сравнимым с радиусом UA-щита или даже превосходить его в некоторых оценках. Тут важно честно признать, на таком уровне мы живем не в мире точных рекордов, а в мире диапазонов и вероятностей. В заголовках любят «самая большая». В данных любят примерно столько-то с такой-то ошибкой. И все же у роста радиуса есть физический потолок. В теории звездной структуры существуют ограничения, связанные с тем, как холодная звезда может поддерживать себя при заданной массе. Его часто связывают с пределом Хаяси. Для звезд определенной массы есть минимальная возможная температура поверхности для устойчивой конфигурации. Если звезда пытается стать еще холоднее при том же радиусе, внутренняя конвекция и перенос энергии начинает работать так, что структура перестает быть устойчивой в прежнем виде, и звезда откатывается обратно, уменьшая радиус или меняя параметры. На диаграмме Герцшпрунга-Рассела эта граница выглядит как линия, возле которой и собираются самые раздутые красные гиганты и сверхгиганты. Поэтому найти звезду чуть больше текущих рекордсменов вполне возможно, а вот найти объект, который превосходит их в разы, уже трудно, без какого-то нового физического сценария. Вариантов тут несколько. Либо редкий этап, который мы почти не успеваем наблюдать, либо особые условия в других галактиках, где массовые потери ведут звезду по другой траектории, либо эффект наблюдений, когда разряженная оболочка и пыль создают иллюзию большого радиуса в определенных диапазонах. Ничего из этого не выглядит невозможным, но и ничто не выглядит гарантированным. Отдельная причина, почему разговор о гигантских звездах легко превращается в космическую кашу, это человеческая интуиция по размерам. Мы уверенно оперируем километрами, с трудом тысячами километров, а дальше начинается очень много.
Когда радиус измеряется сотнями миллионов километров, мозг перестает рисовать картинку. Тут помогает сравнение с орбитами. Радиус в 1000 солнечных радиусов примерно соответствует нескольким астрономическим единицам, то есть масштабам орбит Марса и дальше, если говорить грубо. Но даже это сравнение быстро начинает звучать механически, потому что привычные планеты и орбиты были придуманы для нашей системы, а в звездах речь идет о разряженной плазме, протяженной атмосфере и структуре, которая меняется со временем. При всем этом гигантизме звезды все равно остаются очень маленькими объектами на фоне Вселенной. Размеры галактик достигают десятков и сотен тысяч световых лет. Расстояние между галактиками измеряется миллионами световых лет. Космическая паутина, огромные нити и стены распределения галактик протягиваются на миллиарды световых лет. На таком фоне даже самые раздутые сверхгиганты выглядят точками, очень яркими, но живущими сравнительно недолго. Человечеству, впрочем, хватает и этого масштаба задач. Нужно разобраться, как звезда миллиарда лет удерживает равновесие между гравитацией и давлением излучения. Что происходит, когда в ядре заканчивается водород? Почему одни звезды заканчивают жизнь белыми карликами, а другие взрываются? И как выброшенное вещество становится материалом для новых звезд и планетных систем, например, как наша? Этого уже достаточно для работы целой цивилизации, и до полного понимания здесь еще далеко. Если сформулировать совсем просто, жить рядом со спокойной звездой средних параметров гораздо удобнее, чем по соседству с объектом, который теряет массу такими темпами, что это напоминает масштабы промышленности из научной фантастики.